Всем огромнейший привет, с вами Обустроено и Екатерина. Итак, наконец-то дошла очередь до светящейся части нашей орхидеи, за счет чего она будет светиться. Светиться она будет за счет вот таких маленьких светодиодов диаметром, по-моему, 2 или 3 миллиметра. Есть большие, вот такие, но для нас это очень большие будут. Мы берем поменьше, свечение белое. Соответственно, наши светодиоды нужно будет вставлять в разъем. Вот так он выглядит с двумя проводками по ширине, подходящий под светодиод. Мы его позже сделаем немножко короче, чтобы он плотно входил. Два проводка у меня красный и белый. Белым я сделаю плюс. Вы можете выбрать так, как вам удобно. Главное, на всех цветах не забудьте, какого цвета сделали плюс. Еще один важный момент. Тот проводок, тот разъем, который будет на самом верхнем цветочке, у вас должен быть максимально длинным, чтобы в конце веточки вы могли все проводки между собой соединить. Кроме того, нам потребуется вот такой резистор на 15 Ом. И нам его нужно будет припаять. Тот проводок, который мы назначили плюсом, разрезаем. Зачищаем с двух сторон, ту, которую обрезали, и конец. Теперь нам нужно между вот этими двумя концами припаять резистор. Вот так это будет выглядеть. Берем канифоль, нагреваем паяльник, обрабатываем края, которые будем спаивать самого резистора. Проволочку. Теперь соединяем края. Берем капельку олова. Много не берите. И паяем. Готово. С одной стороны спаяли. Теперь с другой. Место соединения полностью нам нужно будет закрыть. Сделать это быстро можно с помощью термоусадочной трубки. Вот так она выглядит. Отрезаем кусочек, подходящий нам по длине. Продеваем провод. И теперь зажигалка прогреваем так, чтобы термоусадочная трубка приняла форму и плотненько села. Собрали. Теперь обязательно смотрите, что делаем дальше. Вот этот проводок у нас плюс. Мы его закроем полностью. Это будет ножка нашего цветочка, поэтому мы полностью ее закроем тейп-ленту. И в этом случае вы потом забудете, где у вас плюс, а где минус. Его будет не видно. Поэтому возьмите лак для ногтей. Если найдете белые разъемы, то можете взять, например, маркер. У меня черный, поэтому ничего, кроме лака для ногтей, не видно. И пометьте ту сторону, где у вас плюс. Это будет очень важно, когда вы будете вставлять светодиод. И таким образом мы заготавливаем столько оснований, сколько у нас будет цветочков. Берем проволочку, минимум, чтобы была 1,2 мм.
на всю длину. Лучше, конечно, потолще взять, например, 2-миллиметровую. На ножку наносим горячий клей и вклеиваем между двумя проводками разъема. Это даст нашей веточке жесткость. Ждем, пока схватится. Теперь наклеиваем лепесточки. Наклеивать их можно горячим клеем, либо я буду вот космофеном. Мне больше нравится космофен, получается аккуратней. Итак, средний элемент. Нанесли клей. Приклеили максимально близко. Двойной лепесточек нам придется разрезать. Делаем небольшую ножку потоньше. Приклеиваем первый лепесточек. Если видите, что где-то что-то лишнее, сразу обрезайте. Второй по такому же принципу. Теперь тройной лепесток, его мы будем продевать, соответственно, вместе с проводочками. И подклеиваем лепесточки. Берем тейп-ленту и оборачиваем весь стебелек вместе с проводками. Накручиваем тейп-ленту под самый верх. А вот теперь можно и собирать. Сначала бутончики. Бутончики сразу можно поправить, придав им нужную форму. Закрепляем первый цветочек. Все это делаем тейп-лентой. Тот, который у нас на самой длинной ножке. Рядышком второй. И по такому же принципу остальные цветочки. Стебелек будет, конечно же, потолще, нежели те, которые у нас не светятся. Ну, ничего. Дело за малым, нам нужно вставить светодиод. Помним, что мы помечали плюс на разъеме. Тот усик, который в светодиоде длиннее, это плюс, тот, который короче, это минус. Когда вы будете их укорачивать, точно так же оставляйте подлиннее плюс, покороче минус, чтобы не запутаться.
вставляем. Вот наш светодиодик. Аналогично веточкам, которые у нас не светятся, тонируем веточку коричневым цветом. Можно взять сухую пастель и по желанию покрываем акриловым лаком.